Всем привет, у нас второй день. Предыдущую серию вы видели на прошлой неделе. Мы катались в этом же районе, Фокино. Это Брянский район, Брянская область. И к нам приехали с Москвы двое ребят, это Ермак и Ильмар, на рейндж-роверах, и которые просто грезят тем, чтобы разорвать Прадо и Гелик. Я не знаю, почему они выбрали именно такую цель, хотят как-то, может быть, самоутвердиться. И сегодня второй день, вчера им оказалось мало. Вы можете посмотреть результаты предыдущих наших заездов в предыдущем видосе. Вот, они снова приехали и говорят, что все было неоднозначно, и мы хотим сегодня закрепиться, вас проехать, вас унизить, ну и так далее. Нам, в принципе, без разницы и пофигу. Мы просто едем получать удовольствие. А кто лучше, мы сейчас все вместе увидим. Поехали. Посмотрим, как Ермак будет заезжать. Ермак будет нормально заезжать. Не напрягаясь. Нам, да, лишний оператор нам даже не помешает зайти. Причем, смотри, в Мишином стиле заходим. Натяжечку, да. Выхлоп будет интересно. Вон у кого проблема, у тех трассы проходят. А у него там резина очень слабенькая. Там шипов почти нет, а она лысая. У меня голова лысая, шапка это держится. Что, может тебе X6 купить? Не хочу. А Кайен? Зачем я буду покупать себе X6 или Кайен? Не хочу. Прикинь, купить самый дешевый рейндж за 350 тысяч. В первом поколении, который вообще там нет никаких терен-респонсов, ничего. Приехать и просто наказать. Попробовать. Там есть, по-моему, понижайка и есть блокировка, по-моему, там опционально включается. Межосевая. Да, и больше ничего нет. Ну все, мне достаточно. Саньон Кайрон не заехал, сейчас Финик попробует. Но Финик должен заехать, если муфта не перегреет. 3,7. Радик, по звуку, давай угадаем, какой мотор. Дизель. Дизель трешка. Хочется уже туда спуститься, как раз где вот интересное будет происходить действие, где уже вот нам Ермак на своем черном рейндж-ровере будет задавать планку, как надо ездить. Потому что мы обычно ему что-то показываем. Пусть нам покажет, что он может, да, мы попробуем повторить, правильно? Да. Обращайся. Онлайн школа оффроуда. Дистанционная? Да, 5 часов в неделю, можно даже в рассрочку. По скайпу. По ютубу. О, Форестер. На ежике. 20-м, да? Да он просто, газ пол не держал. Удивительное видео, блин. BMW заехала, а Subaru нет. Так, если Бэха заехала, все должны были заехать. Как обычно, не хватает мотора. На себя еле тащит. Да, там ей еще вот. Знаешь, почему заехал? Этот дяденька, я, забыл, как его зовут. Очень интересный. С Москвы, с Подмосковья. С нами катается не первый раз уже. Видишь, опыт. Реально. Онлайн-школа работает. Поехали кататься там. Поехали. Блин, заехал, обалдеть. Рано я доехал. Какого? С третьего. 33-го. Я думал, ты ждал, пока асфальт проложит. Опыт приходит со временем, Мишаня. Аппетит приходит вовремя, а еду опять задерживают. Только на понижайке. Это нам эти Т+ прислали, они в подарок. Нам тросы прислали, шаклы, вот софт-шаклы. Прикольная вещь, пользуемся постоянно.
И она очень много дискусает, выручает. Вот Без это вот, всяких металлических элементов. вот это прикольная штука, не надо крутить, закручивать Просто там все. Да, накинуть, да, и да. всё. Чик-чик-чик и все. И потом вот так вот веревочкой, она у тебя петля разошлась. Да. Все. Удобно, Т плюс, практично. такелаж плюс, это правильно, а просто мы привыкли, что это Т Сокращенно. плюс, да. Ну заказывай у них там, что у тебя качество, Каен. Ну все, там пригодится постоянно его дергать. Страшно? Очень, Очень? очень, правда, но красиво. Красиво. Да, очень. Антон, снимай хромоэлементы, пока владелец не видит. Мне нужны, у тебя хром сзади хороший, крышки багажника мне нужны. Не, слушай, тут хороший хром. Сними пока. Тебе-то уже не Хорошо. правильно. Нет, ты нам хром, мы тебя вытащим. Ты увидел, как тут сидят, да, и уже не хочешь, но обратной дороги уже нет. Придется. По-любому. Пожалуйста, ну вот хоть ты докажи, что BMW ну, едет реально. А то кто не приезжает, все либо очкуют, либо так лажают. Я тоже очкую. Разница во взгляде. Он думал, как его будут вытаскивать, а ты думал о том, как ты будешь кого-то вытаскивать здесь. Совершенно верно. У тебя ж клиренс, извините меня. Клиренс, да, но резину не хочется пороть вот это. Ой, да ладно. Ты сейчас в Москву вернешься, завтра же уже 3 миллиона заработаешь. 3,5. Извини, продешевил, дружище. Пусть он не бросает газ, пусть газует постоянно. А, у него муфта сейчас отключится. Тестили Антона Финик в понедельник на этой. И просто чуть-чуть пробуксовали, не перегрелось. Но это у них болезнь. Сейчас смотри, я тебе сейчас говорю, пару минут он заднеприводным станет. Что я уже сказал, все, он заднеприводный. Ой-ой-ой. Не, все, стоп-боку можно нормально. Сегодня, конечно, у нас тут подборочка машин такая шикарная. В прошлом они, конечно, все были. Не знаю, сколько миллионов стоил новый Range Rover в 2012 году, в 2011, вот какого Люфтгелик. По-моему, 7-8 миллионов. Сейчас на них смотришь, уже... Есть люди, которые вообще хотят себе вот чисто вот только новую хочу. Что сейчас можно новое купить? Вот хочу нового китайца. Я хочу новый УАЗик купить. Вот что нужно сделать, как его найти. Кстати, на Автоспот, на сайт можно зайти и просто посмотреть. Там есть подборки, есть вот списки новых автомобилей. Просто вот делаете поиск, да, создаете. Вам выбрасывают, ну, к примеру, там новый УАЗик. И вы видите сразу, где какие скидки, где можно дешевле купить. И скидка может доходить до 200-300 тысяч рублей. Также на Автоспот доступна функция кредит или лизинг. Вы можете просто нажать, да, выбрать эту опцию, которая вам нужна. Ну, хотите вы в кредит купить машину, да. Если получили ответ, одобрение, просто бронируете автомобиль и едете его забирать. На Автоспот еще можно скидку получить на техническое обслуживание. Также переходите в раздел сервиса и ТО, нажимаете вашу марку автомобиля, какое ТО, какой регион в Москве, допустим, на карте вы просто видите сразу огромный выбор, разные сервисные центры, разные дилеры, и вы выбираете для себя наиболее выгодное предложение. Также онлайн через сайт записываетесь, едете, обслуживаете машину. Ну, к примеру, везде по городу будет всех по 25 тысяч, ну, образно, да, техническое обслуживание, а в двух сервисных центрах будет по 17. Конечно, вы поедете туда, где это будет дешевле, сэкономите деньги. Что самое важное, Автоспот абсолютно бесплатно, никаких комиссий, никаких подписок, как у многих сервисов. Поэтому экономьте вместе с Автоспот, покупайте новый автомобиль, обслуживайте автомобили. И ссылочку я оставлю в описании к этому видосу.
там размолотило, Сань? Да вроде нет. Нет, он же цел. Цел, а звук был такой, тут даже лед разбил. Пиздец, блядь. Вентилятор радиатора. Ё-моё. Ломануло его в педали. Не ломануло ему это. Перед не крутится. Видишь, блок стоит, перед не крутится. Ага, смотри на сволочь. Кто-то все-таки присутствует. Трофей домой заберу. Буду по частям CX-6 собирать. Забери сам, называется. Все нормально, BMW. Вать, ну тебе тут ехать даже позорно. Вообще не ехать. Давай, просто куда-нибудь жестко докопайся. Ну что, ваши ставки? Дизельный Прада и потом поедет бензиновый. Какой лучше? Дизель. Да и в разрез не получается. Миша, конечно, заедет. Антон, все, тяни. Вот там веточки. Неприятно уже. Ну не, ну ты их сейчас сломаешь, конечно. Вот тебе и оффроуд. Вот тебе и понял. Вадим, придержите Прадика. Стой, стой, сейчас Мишка поедет. Что, посмотрим, как бензин. Травись, пока доединись. Так, ну это мы и вырежем. А не, оставим все, нормально. Ермак приехал всех рвать, уговаривал его, чтобы здесь проехал. Сейчас посмотрим. Пацаны говорят, бампер оторвет. А я говорю, подвеску сейчас поднимет, даже здесь не чиркнет, вообще не капнет. Да, да. Давай, Вов. Фары вывалили! Фары вывалили? Да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, тихо-тихо-тихо. Бампер пошел дальше. Реально. Надо поднимать экстренно в нее. Тихо. Стоп. Харе. Ты там цепанулся уже бампером сейчас снова.
Уперся. Хорошо. Поднять дальше не дает. О, давай. Все, хорош, нормально, проходит. Отъедь на ровно и закачай, накачай по-разному. Ну слушай, Вот, теперь глуши, заводи и накачивай. повреждение минимально. Не будем брать ренжа? Нет, такого нет. Слишком улощенный для наших целей, согласись. Жалко. За 350 тысяч, мне кажется, вообще умрет еще там. Нет, ну за 350 можно. Еще там умрет. Там не жалко. Слушай, сейчас Ермак приедет домой, а потом у него просто через 2 недели на колесах от Ермака рейндж будет. Я это вчера в гостинице говорил. Бампер-то на месте? Да, все нормально. Ты отделался Заводи легким и накачивай. испугом. Разгончик надо больше. Колесами ценси прямо на канал. Чтобы у тебя бампер целый остался. Тебе главное заскочить по инерции на эти бугорки колес. А, вот она здесь порвалась. Он-то так и не задулась. Да не расстраивайся. Да не расстраивайся. Стоит 3000 рублей починить. У тебя тачка за 7. О, зацепила. Другое дело, да, Антон? Не лазь, Вот столько от колеса. Нам не веришь? ну это может не знать. Мне кажется, на всех брызгах будет. Ну я ж тебе... Она как будто спускается сейчас, смотри. Ну, это ход подвес. Включайте рейндж. Пузом цепляет. Пузо упирается, жопа висит. Покажи всю силу суперчарджера. Непонятно как. Что, цепляет? Вот, пятерка. Наверняка. Он сейчас приедет. Наш Миша сел. Где сел? Миша сел на прадике. Тише какой. Ну вообще не справился. Не справился КПП. Перегрелся. Может, тебе надо чуть остыть? Миша, где твой верный конь? Сдох под седлом ездока. Ермак просит цеплять его. Ну ты его не вытянешь, что ли? Да ну ладно. Тяжелый очень. Он на месте будет шлифовать. Как же та громкая заявка на победу, на то, что раздолбим Антона, его гелик разорвем. То, что вчера в гостиничном номере было. Ну и это тоже, да. Колеса сюда. Давай. Сюда колеса. Колеса поверни. Налево колеса! Лево колеса. Вот, давай. Не газуй, затянут. Стоп. Да, это вообще бесполезно. Во-во-во! Закрой окно!
вытащит. А что, он дальше не едет, Прадик? Он еще что-то дотравился. Ну как он, ты видел, как он дотравился? На глаз. Еще там Так Миша тоже на глаз себе ну, дотравится. 0,1 атмосферы. Не, надо было дотравнуться хорошо. А вообще ему, в его случае, это вообще 0,8, 0,7. Затравился и пошел. Дизель все равно моментный. Мог бы выехать. В чем причина, непонятно. Вот, что у тебя случилось? Ты сюда подходи. Смотри, сюда. Мой лакшери салон. Ну что-то машина ругается. Может он подохренел, понимаешь, и решил поругаться. Не, ну смотри, ошибку КПП выдает. Колеса пацаны, говорит, крутили все. Сколько вчера пивондера было? А вчера какое число было? Да 19 вроде. 19 мы не пьем обычно. Марк, поехали! Я такую хуйню один раз повелся. Сколько вчера криков было в гостинице. Повелся он, когда купил Вот его. ты свидетель, да? В номере просто орали, мы вас вот так разорвем, вот так вот у вас все будет. А сейчас А он сдулись. сейчас... Вон. Один остыл, второй сдулся на том берегу. Ну, Антон, ну покажи ты это мастер-класс. Понтов-то было. Сейчас будет что-то жесткое. Что там говорил, кричать будешь, гелик лучшая машина? Не слышу. Гелик лучшая машина. Красавчик просто! А когда Ермака, кстати, наверх вытягивал, я не понял, на третьей попытке смотрю, у меня ручник на дно затянут, без шуток. Я его отпустил, мы поехали. Сейчас Мишу спасем, пойдем смотреть, кальмар будет ездить зад-вперед. Что, погнали смотрим кальмар? Погнали, пойдем. Там? Брат, мы же с тобой сегодня еще не видели. Как у тебя? Здорово, нормально. Ты готов? Да. Только там не поеду. А где? Сейчас где-нибудь. Вот здесь, наверное, можно. А как же битва рейндж-роверы там против мажоров? А что тебе, Володя ничего не показал? Мажоры против блогеров. Володя показал, но не очень хорошо. Он не такой темпераментный, как ты. Короче, мне надо за него отдуваться, да? Ну, у вас же вроде команда, или она распалась уже? Миш, брызговик все-таки, да? Да, ну а где? Ну давай. А я думал, у Миши как-то связано вот с этим что-то, с этой лужей, и он хочет просто посидеть, подумать. Все лужи, которые его победили, он с ними потом не расстается? Или... Их отмечает как. Не, ну это московский псих. Вы все там в Москве такие? Уже тоже с Москвы Я приехал. белгородец. Сейчас сначала Нива проедет, потом рейндж-ровер сюда заедет, сядет и в гибернацию впадет. Мотор помощнее, пошел. Стой, стой, стой! Он очень удобно делает. У него отстегиваются его же конечности и Подкладывает колеса для под себя зацепки. для зацепа, да. Нормально, нормально. Человеку явно просто деньги некуда девать. Ух ты! Раздолбил? Ты претендент у нас. Какие Эльмары, какие Ермаки. Давай с тобой руки. Номер потерял, скажите ему, номер потерял.
движунник едет на подмогу, что ли, или просто посмотреть. Красиво стоят, да? Радик и гелик, ну просто пейзаж. Номера выдаты. Мне кажется, уже на Честер не обязательно ехать. Сейчас Range Rover умрет белый и все. А черный умер уже? Да. Коробка и пневмо. Славик — это наш подписчик с Брянска, который следит за всей движухой, и он видел, что у нас там ребята на Range Rover'ах бросали нам вызов, что нас там раскатают. И он придумал две локации, которые вчера вы смотрели на прошлой неделе видос серию. И потом он говорит, ну я вам маленькую тут просеку сделал, он тут бензопилой поработал, он говорит, и здесь как раз проверите свои машины. Мы приехали сначала, думаем, что за фигня, какое-то лоховство, а тут как бы вообще интересно. Грязи минимум, горка есть и И не надо вообще ни на другие локации никакие ехать. Даем дорогу роверу. Давай. Не, мы тебе засчитываем. Ты им что-нибудь от Лексуса поставишь, может, поедут? Значок. Это Дождь, уже как бы, например, да, это уже аура, ничего это себе. уже естественно. Как бы будет Как корабль подкреплять. назовешь, Да, да, так он и поплывет. Хороший уровень. Сценарий, как у Вовы случился, один в один. Первая нашла губа. Вообще жестко. Жалко, да. Жалко. Я просто вспоминаю эти громкие дебаты. Как они, да, на всю гостишку кричали, что мы вас раздолбим. Ну вот уже второй экспонат долбит пока свою тачку. Сань, зацепишь? Помогай, помогай, помогай. Сцепление спалит. Проезжай там вперед. Проезжай, сколько можно. Схватывай ведешь до ноча. Нажимай, забирай. И назад. И одновременно назад. На счет 3 даже. Давай. Давай, Иван, назад. Назад, давай, вдвоем назад. Не, он просто мостом походом. Пошел? Не пошел, стоял, стоит. И вообще ноль эмоций, да, у Рэнджа? О, вышел. Давай еще раз, еще один раз. Давай, Антон. Все, хорошо. Поправь бампер. Вот этого мы от тебя ждали. Эльмар, ты как? Герой.
Опять у наших зрителей создастся мнение, что на летней выставке это новая шипованная резина. Ну, не знаю, прям не новая, не только прям с магазина. А вон, смотрите, Range Rover стоит и Lexus стоят. Lexus разулся, Range Rover с трудом там на горку заедет. Называется, не знаешь броду, не лезь в воду. Я думаю, что разулся, а может быть, конечно, и... Да не, разу. Значит, по танкраю. По-любому, да, танкрайт надо было. Я его ни разу не доставал. Даже. А что он грязи стоял, ни разу не доставал. Это японская грязь. Это японский переставляется. Это вот прикольный, такой маленький. Для такой машины, что ли? Маленький да ударит. Не главное какое-то. Размер, да, а умение им пользоваться, да? Вы ничего не понимаете, что происходит? Ни хера. Охренеть. Звоните тем же. Да, у тебя запаска есть? У меня баллон газовый. А на тебя, Миш, не пойдет? Пойдет. А у тебя есть? Есть запаска, но кто ее когда снимал. Сейчас будем пробовать. Раз, два, три, поехали! Слушай, а может так попробуешь на таком колесе? Выход? Да. Да выход-то я выйду. Давай мы тебя туда перетянем, чтобы не тащить колеса отсюда. Сейчас хоть тебя туда вытащим. Разгон сильный! Ой, хорошо крадешься, хорошо. Вов. Проходишь. Чихает. Ну это что в итоге? Радик, походу. Радик? Что, вызвали эвакуатор прям сюда? Ну, на Фокина откуда стартовали? Что, оффроуд не задался? Эту дисциплину мы пока с Эльмаром не изучили. Пока, но у вас все впереди. Ну, первый опыт есть, да. Какие-то тачки могут, просто вам нужно с ними спец. Если Мишка не возьмет, на одну вторую сделать. Мир, ну совсем такой не давай разгон, давай попробуй, я ж помогать буду. Да какой тут разгон, я сам тронуться с места не могу. Теперь у нас финик, бэха без радиатора. И там что-то Lexus без колеса, поедем туда сейчас. Давай, Миш, дубай. Блин, чё? Бампером лупился. Бать! Давай, братан! Ну ты недоволен покатухой? Почему? Тачку угробил. А, это вот такой ключ специальный вставляется. Вон. Конечно. Шурик, покажи, как на BMW сделано. Поворачивай. Все. Ой, на нейтралке, да? Угу. Все, поехали. Хронология какая? Технология, ну едем потихоньку, пытаемся, мучимся, убиваемся. На нейтралке или что? Да ладно. Да. Прикинь.
У нас всегда на покатухах у кого-то обязательно вошер. У меня у самого уже нет, закончился, надо поехать себе запасы. Давайте сейчас вам подробнее расскажу, что такое вошер, потому что у нас там на съемках, на покатушках было просто не до этого. Это вещь универсальная, которую каждый водитель должен возить в своем автомобиле, в своей двери, лежать для багажники. Что он делает? Просто вот у нас есть грязное стекло, да, мы едем где-то на трассе, остановились. На каких-то дорогих заправках это обычно делают, но это редкость. Вот. И мы просто вот так вот горизонтально можем очистить ваше стекло. Просто идеально для очистки стекол вашего автомобиля, зеркал, а также фар. У вас будет всегда хорошая освещенность перед автомобилем. У вас всегда будет чистое стекло, никаких мух, комаров, насекомых. Зимой можно почистить грязь, которая вся поналипла. Вошер есть всесезонный, есть зимний, летний с антисептиком, а также есть с эффектом антидождя. То есть вы наносите, если регулярно на ваши стекла жидкость с этого флакончика, то у вас будет эффект антидождя, то есть вы когда разгоняетесь на автомобиле на определенной скорости, капли будут скатываться. Приобрести вошер можно во всех маркетплейсах, Озон, Вайлдберрис, также в сетевых магазинах Маяк, Светофор, Перекресток, Метро, на всех заправках, Лукойл, Роснефть. Поэтому переходите по ссылкам в описании, если вы хотите купить сразу партию, можно 10 штук купить у производителя с хорошей скидкой. Всю информацию вы найдете по ссылкам в описании. Ой, ничего себе. Ну и хрен с ним, да, Миш? Ну починим, что делать? И Lexus прилип. Ну, Покопали, да, тебя тут эти английцы? Жесть. Они все подрифтовывают. Подожди, сейчас кросс вытащу. Уходи! Мишаня, ты в курсе, что ты, бедного парня на УАЗе чуть не лишил прелести жизни? Он хотел достать трос, потому что он там. И ты в этот момент нажимаешь, а он над тросом стоит. Щелканула по яичкам. Как говорит Шифер, я ж не слышу, куда еду. Ну что, без потерь? Да, все хорошо, выехал сам вообще. Сам? Да, прям залетал. Да не, как Антон помог, молодец. Не бросает, хоть и ему ехать надо, да? Мы же все свои. А то вас все хейтят. Хоть кто-то один поддержит, да? Барсучок сделал нос. Сюда объектив-то залезет, жесть. Вадим, не знаю, лезь, вынимай. Шатко. Отходите, Слушай, я вынимать не умею. Уже 3 детей. ПДшка была? Дефлектор оторвал, парктроники висят. Жена, наверное, в шоке, да? Так, за фиником возвращаться. Хорошее настроение, да? Не подпортил этот небольшой краш, Понимание теперь зато имеется. что на нем лучше такое не лезть. Но попробовать стоило. Это однозначно.
мы вот из Зеленограда приехали, получается. То есть- Сюда, из Зеленограда специально? Да, специально. Обалдеть. Да, представляете? Залечим рано, приедем снова. Будем ждать. Да. Мишка. Ты Антона спасать? Да, поехал Антона спасу. Поехал. Не, вот это вот картонка или что? Маленькая собачонка. Это, скорее всего, этот самый, как он? Так это береста какая-то. Это пенопласт у тебя валится. Это не моя. Че, финик ближе подтягивайте сюда к ям. Да, я сейчас сюда нырну и это. Не, нырять не надо. Нет, ты край. подъедь сколько сможешь, грубо говоря, а потом зацепишь. Подъезжай. Это от ведра. Антон, душа твою. А где номер? Я не снимал номер. Снимал, я же сказал, то он в этой луже остался. Мужики, я же сказал, он в этой луже. Там номер остался, где-то надо найти. Ой-ой-ой. Вот это красота. Все, нашел. Так, ну что, вроде все выбрались. Какие-то выводы вы, наверное, можете сами сделать сегодня. Потому что можно было, конечно, на бис поехать ради лайков каких-то на гелике, там еще занырнуть куда-то глубже. Но я считаю, что это нерационально, потому что и так все, в принципе, наверное, понятно. К сожалению, у нас Range Rover вышел из строя, Вовкин. Но я думаю, что он не упал духом и продолжит свое задуманное, потому что он хочет все-таки нас действительно проследовать по нашим городам, где мы катаемся, и в том числе и в Белгород приехать. У него теперь цель есть прямо ясная, четкая, потому что как-то до этого было неоднозначно, теперь нужно ему реабилитироваться. Ну, мы, в принципе, будем рады этой встрече, покатаемся. BMW, ну, от нее никто, конечно, ничего не требовал сверхъестественно, и мы понимали, что это автомобиль все-таки городской, скорее. Пострадал радиатор, пробил, антифриз вылился, ремень приводной, что-то там еще. Финика вытянули, всех спасли, кто реально сюда не мог доехать, там в самом начале видоса вы видели, там была легкая горка. Те, в принципе, сюда уже и не сунулись. Очень сильно удивила Нива, с Москвы приехал мужчина, уже не первый раз к нам приезжает, конечно, отчаянный, просто сумасшедший. Вы будете, конечно, написать комментарии, нафига, но вот когда ставите себя на место такого человека, когда просто садитесь за руль, у вас азарт, просыпается азарт, и вам хочется все-таки доказать, попробовать, когда ты понимаешь, ну вот-вот выйдет машина, и тебя уже плевать и на бампера, и на защиты, потому что уже падает забрало, и часто так происходит у многих людей. В целом, что? Не буду больше не подводить никаких итогов. Миша молодец, Lexus молодец, все молодцы, все круто, весело. Провели время, в принципе, как всегда, оффроуд одно и то же. Хотя планировалось, что сегодня будем там биться до конца по всем горкам, по всем дрэгам, там, по всем дрифтам. В целом все понятно. До новых встреч. Следующий город у нас будет либо Тамбов, либо Калуга, а может быть и Воронеж. Поэтому ставьте лайк, если вам понравилось сегодня. И что там, колокольчик еще надо нажимать. Всем пока.